Для подвязки я буду использовать вот такую джутовую веревочку. Такая она достаточно плотная. Делаю прокол вот примерно на 10 сантиметров. Да. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В этом видео я вам покажу очень простой, быстрый, надежный и недорогой способ подвязки метельчатых гортензий в открытом грунте, а также таким же способом можно подвязать метельчатые гортензии и в емкостях, если вы выращиваете. Вот сейчас я вам показываю метельчатую гортензию сорта Диамантино, которая у меня растет в 12-литровой емкости. Обязательно сейчас вам поподробнее расскажу про этот сорт. Ну и, конечно, еще вам покажу, как я подкармливаю свои метельчатые гортензии, которые у меня растут в таких вот емкостях больших, 12-литровых. Этот же способ подвязки и подкормки можно, конечно, применять и в открытом грунте, если у вас гортензии растут, то есть никакой разницы абсолютно нет. Ну и сначала я вас познакомлю с этим замечательным сортом метельчатой гортензии Диамантино. Этот сорт пришел к нам из Франции от известного селекционера метельчатых гортензий Жана Рено в 2007 году. Этот селекционер подарил нам этот замечательный сорт метельчатой гортензии. Почему замечательный? Потому что у него есть масса достоинств, особенно для тех, кто только начинает выращивать метельчатые гортензии, не знает, какой сорт посадить, да, вот чтобы было поменьше за ним ухода и чтобы он максимально радовал, меньше болел. Вот этот сорт как раз-таки один из тех сортов, которые мне больше всего и нравятся по причине того, что он очень устойчивый как по вредителям, так и по болезням. Его легко выращивать за счет того, что он невысокий, высота максимально достигает 1,5 метра, а так вот у меня он в емкости вырастает примерно около метра. Естественно, в открытом грунте он будет повыше и соцветие побольше. Соцветие я вам сейчас обязательно еще покажу поближе. Очень красивый сорт, неприхотливый, выдерживает, естественно, как и все метельчатые гортензии, суровые зимы с температурами до минус 30 и даже ниже, до минус 38 градусов, по-моему, если я не ошибаюсь, этот сорт может выдержать. Поэтому подходит для выращивания не только в средней полосе, я нахожусь в Московской области, да, у нас бывают такие зимы, но и в более северных регионах, где зимы более суровые. Вот посмотрите, этому кустику 3-й год. Смотрите, как он пышно цветет. Да, сейчас я вот так вот приподниму соцветие. В принципе, данный сорт метельчатой гортензии может обойтись и без подвязки. У него плотные побеги, вот за что его еще люблю, за то, что невысокие такие плотные ножки у него, вот эти стебли, которые даже несмотря на то, что у него большие шапки, вот эти соцветия очень плотные, да, все равно он вот висит, он до земли не поникает, он приобретает такие вот, отклоняется, конечно, ну, примерно на 45 градусов, да, побеги, но совсем горизонтально не ложится. Ну что ж, сейчас подвяжем его по-быстренькому, приобретет он более компактный и красивый вид. И я вам сейчас покажу поближе это растение, посмотрите, насколько красиво у него соцветие. Соцветие, кстати, у него вот сейчас начало цветений. Еще забыл сказать, что данный сорт относится к очень ранним. В наших условиях, в условиях Московской области, он может начинать цвести уже в конце июня, в теплое лето. Вот сейчас начало июля, да, и уже он цветет. Цветет он белыми соцветиями. В начале цветения они имеют слегка такой салатовый оттенок, да, светло-желтый. В дальнейшем, в конце осени, может появиться небольшая розовинка на кончиках лепестков, который также придает этому, я бы сказал, прекрасному сорту, одному из лучших сортов метельчатой гортензии, придает необычный шарм и красоту. Вот посмотрите, практически все соцветие состоит из стерильных цветочков, очень плотное, небольшой заостренный кончик. Цветение начинается от низа и переходит к верху соцветия. Вот посмотрите, какая красота. Вот на этом получше видно. Вот посмотрите, какой красивый имеет вид соцветия. Поближе вам
приближу камеру. Вот такой вид имеют стерильные цветочки. Крупные, красивые, плотные, устойчивые к ветру и дождю. Для подвязки я буду использовать вот такую джутовую веревочку. Такая она достаточно плотная. Чтобы подвязать растение такого размера, потребуется примерно около метра. Единственное, что я вот эту веревочку сложу вдвойне. Почему вдвойне, сейчас вы поймете. Сложенная вдвойне, она должна быть примерно около метра длиной. Сложил я веревочку пополам. Вот у меня образовалась вот такая петелька с одного края. И я выбираю один из наиболее сильных побегов. Примерно в серединке его возьму. И вот смотрите, чтобы вам было видно хорошо. Вот я беру и продеваю в эту петельку веревочку, то есть как бы охватываю стебель. Смотрите, вот видно хорошо, да, сейчас. Вот. И начинаю вот так вот по кругу делать один оборотик. Вот смотрите, делаю один оборот на следующем побеге. Вот. И так вот прохожусь по всем побегам. Вот смотрите, прошелся по всем побегам и вернулся к тому, с которого мы начали подвязку. Здесь я просто делаю вот такую вот подвязочку. Обратите внимание, чтобы побег свободно рос. То есть ни в коем случае не перетягиваю стебель. Делаю обычный узелок. Можно подвязать на бантик, если вы хотите повторно использовать данную веревочку в дальнейшем. Но обычно ее хватает на один сезон, на один год. За счет того, что она имеет вот такой коричневый цвет, ее практически незаметно на растении, такой природный у нее цвет, поэтому никак она не выделяется и служит весь летний сезон. Вот так выглядит растение после подвязки. Побеги расположились более вертикально. И естественно, что в таком состоянии, да, уже спокойно может выдерживать растение ветер, дождь, ничего и не страшно. Конечно, для усиления данной конструкции можно в серединку установить какой-нибудь подпорный колышек. Это еще будет более надежным вариантом. Но вот с этим сортом, с диамантина, вполне проходит и вариант без установки какой-либо дополнительной опоры. Ну а теперь перейдем к подкормке. Так как растение у меня находится и растет в такой 12-литровой емкости, соответственно, питание нужно вносить периодически извне, то есть подкормки обязательно в данном случае, и подкармливать желательно таким удобрением, которое бы обеспечивало питание растения на весь активный его сезон, на все лето. Одним из таких удобрений, на мой взгляд, одним из лучших, является, конечно, осмокот. Я не буду рекламировать данное удобрение. Можете пользоваться любым абсолютно аналогичным удобрением, либо тем, к которым вы привыкли. Можете вносить удобрения в водорастворимом виде, и это тоже очень хорошо работает. Но мне привычней использовать это удобрение. Причем обратите внимание, какой я использую осмокот. Это преплант с длительностью действия гранул 16-18 месяцев. О плюсах осмокот вы можете отдельно почитать, либо посмотреть мои видео. Я там часто его показываю. Не в качестве рекламы, а просто в качестве информирования вас, вот чем я подкармливаю, так чтобы вот в начале сезона внести, допустим, удобрение, и больше никаких подкормок не делать. Весь сезон растение будет получать все макро- и микроэлементы, в том числе и микроэлементы. Вот смотрите, беру вот такую вот палочку диаметром примерно 1 сантиметр, да, вот один кончик я заострил. И это удобрение нужно вносить непосредственно к корням. Не бойтесь, оно не обжигает корни. Делаю прокол вот примерно
на 10 сантиметров, да, по поверхности это удобрение лучше не вносить. Если вы хотите просто вносить подкормки по поверхности, то тогда лучше использовать удобрение в водорастворимом виде. Сделал прокольчик палочкой и теперь беру удобрение. Вот смотрите, есть такая мерная ложечка в каждом пакетике, ну примерно 1 чайная ложка. И вот в этот вот углубленец я вношу гранулы. Постепенно будет выделяться полезные питательные вещества к корням. Растворяется очень медленно и не обжигает корни. Можно сделать с другой стороны такую же закладку подкормки. Вот еще в одном месте вам покажу. Вот сделал углубленце. И добавляю удобрение. Все, прикопал. Вот и вся подкормка. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что данное видео было вам интересно. Самое главное, полезно. Хорошего вам цветения.